Всем привет! С вами команда Space Week и космические новости. В нашем 29-м выпуске удивительный взрыв китайской ракеты, первый публичный отчет SpaceX, Starlink уничтожает конкурентов, Япония отменила многоразовую ракету, беспилотник для спутника Сатурна, киберпанк от Илона Маска. А напоследок Starship, космическая статистика и космическое будущее. Поехали! Главная новость недели – необычная авария китайской ракеты. 10 августа с космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала ракета-носитель Чанчжэн-7А. Пуск предполагался рутинным, со спутником связи на борту, но через 85 секунд после старта 60-метровая ракета взорвалась в воздухе, обеспечив себе место в нашем выпуске. Что особенно необычно, авария произошла именно когда ракета проходила зону максимального лобового сопротивления воздуха, или Max-Q. Официального заключения от Китая о непосредственной причине аварии на данный момент нет, но, разумеется, есть много версий. В экспертном сообществе существует основная гипотеза. В начале полета, на 18-й секунде, появились проблемы с одним из 6 двигателей в АФ-100 первой ступени, возможно, связанные с скачком давления в турбонасосе или прогаром камеры сгорания. Из-за этого ракета стала терять правильную ориентацию, и в зоне Max-Q нерасчетные аэродинамические и вибрационные нагрузки привели к разрушению переходного отсека между второй и третьими ступенями. Это хорошо видно в записи. Главное, не забывайте, это пока лишь гипотеза. И, кстати, вы тоже можете выдвинуть свои, приняв участие в обсуждении в комментариях. После разрушения переходного отсека ракету, судя по всему, подорвали бортовыми зарядами, чтобы не допустить неконтролируемого падения крупных обломков на жилые районы. Китайские морские суда направлены в акваторию Южно-Китайского моря для сбора обломков, которые рухнули, не долетев до расчетных зон сброса в районе Филиппин. Сама ракета является относительно новой и чистой, кислородно-керосиновой, и почти не наносит вреда окружающей среде, в отличие от старых гептиловых ракет. Для космической отрасли Китая этот взрыв стал четвертой аварией ракеты-носителя с начала 2026 года. Своего рода антирекорд. Но справедливости ради, половина аварий пришлась на новичков с экспериментальными ракетами, которых Китай строит очень много. Как говорится, space is hard. Космос — это трудно. Илон Маск пожелал китайским коллегам быстрого возвращения к полетам. От Китая вернемся к главному генератору новостей – SpaceX. Компания на днях впервые отчиталась о финансовых результатах в качестве публичной компании. Оказалось, рынок серьезно недооценил детище Илона Маска, и это уже отразилось на ценах акций. Они подскочили сразу на 30%. За второй квартал 2026 года выручка составила чуть меньше $8 миллиардов, рост почти вдвое. Из них миллиард принесли запуски, 2,5 миллиарда – сдача вычислительных мощностей под искусственный интеллект. А самый крупный кусок, почти 4,5 миллиарда, дал сегмент связи – Starlink и Starshield. Чистый убыток компании при этом сократился с миллиарда до $541 миллиона. Капитальные затраты резко выросли до более чем $18 миллиардов за квартал, против 10 миллиардов ранее. Почти вся эта сумма, 16 миллиардов, ушла на расширение дата-центров Colossus, мощность которых должна вырасти с 1 до 2 гигаватт к концу года. После июньского выхода на биржу компания привлекла свыше $85 миллиардов, плюс 25 миллиардов облигациями, а портфель контрактов достиг уже 47,5 миллиардов. Маск оптимистично заявил, что выручка в $1 триллион теперь ожидается в 2030, а не в 2031 году, как ранее. Особенно интересно, что в отчете было рассказано в том числе и про планы насчет Starship. Официально объявлено, что 14-й следующий полет нацелен на вывод спутников Starlink уже на рабочую орбиту. Маск обещает через год ежедневные пуски и заявил, что проблема теплозащиты корабля фактически решена. А президент компании Гвин Шотвелл назвала 2028 год реалистичным сроком для пилотируемой посадки Starship на Луну в рамках программы НАСА Артемис. Насколько вам кажутся эти планы реалистичными, можете написать в комментариях. От финансовых отчетов перейдем в область конкуренции спутниковых созвездий. Американский оператор спутникового интернета HughesNet подал заявление о банкротстве из-за невозможности погасить долги.
Компания запустила услугу потребительского спутникового интернета еще в 1996 году и до начала 2020 уверенно удерживала первое место среди спутниковых провайдеров США, а также входила в число крупнейших в мире. Однако за последние 6 лет HughesNet потеряла около 60% абонентов. Это почти миллион пользователей. И именно в 2020 году интернет SpaceX вышел на публичное бета-тестирование. Совпадение? Не помог компании и запуск в 2023 году нового, самого тяжелого в истории геостационарного спутника связи Юпитер-3. Он был настолько тяжел, что для его вывода на орбиту пришлось задействовать ракету SpaceX Falcon Heavy. После банкротства HughesNet продолжит обслуживать оставшихся клиентов. При этом компания проведет реструктуризацию, уволив минимум 400 человек, и сосредоточится на государственных и оборонных контрактах. Отдельная ирония заключается в том, что генеральный директор HughesNet Прадман Каул в 2020 году говорил: «Экономическая составляющая не станет преимуществом Starlink. Напротив, наши предложения гораздо привлекательнее». Но последнее слово, как видим, осталось за SpaceX и Starlink. Японское космическое агентство заявило о закрытии программы исследования многоразовых ракет попрыгунчика RV-X. 11 июля этого года, после 10 лет разработки, экспериментальный аппарат Mitsubishi Heavy Industries высотой чуть больше 7 метров, работающий на водородном топливе, поднялся на высоту 11 метров и через 40 секунд приземлился. Изначально планировалось провести множество испытательных прыжков с постепенным увеличением высоты вплоть до 100 метров. Все это для отработки технологий гипотетических будущих многоразовых ракет-носителей с вертикальной посадкой для японского космического агентства. Поэтому закрытие программы стало неожиданностью. Возможная причина – желание Японии сосредоточиться на программе Каллиста, которая создавалась совместно с Германией и Францией. Программа зародилась в 2017 году, а первый испытательный прыжок планировался в 2020, однако был перенесен уже на 2027 год. При этом конкретных планов по применению этих технологий в ракетах-носителей пока нет. А ведь когда-то Япония была одним из пионеров вертикальной посадки. В начале 2000-х, когда SpaceX была только основана, Япония проводила испытательные пуски и посадки прототипов по программе RVT с целью разработки ракеты для космического туризма. Реализацию мы увидели в Америке в Blue Origin, а у Японии ничего. За это время SpaceX успела совершить сотни посадок, а Китай умудрился с нуля построить больше десятка прототипов, многие из которых уже на этапе испытаний как ракеты-носители. Ставьте лайк, если вам тоже обидно за Японию. Важнейшая научная новость для всех, кто интересуется изучением планет и спутников Солнечной системы. НАСА объявила, что уникальная миссия Dragonfly перешла на стадию сборки главного аппарата миссии, причем раньше назначенного срока. Dragonfly — это ядерный летающий дрон размером с автомобиль. Цель миссии — это спутник Сатурна с названием Титан. Пожалуй, самый интересный во всей Солнечной системе, а миссия самая ожидаемая из планируемых в ближайшие годы. Dragonfly выглядит совершенно фантастически. По сути, это аналог марсианских марсоходов, но вместо передвижения по поверхности аппарат будет летать. На Марсе мы уже видели летающий вертолетик Ingenuity, но он был массой меньше 2 килограммов. Dragonfly же будет весить почти тонну и летает с помощью 8 винтов. Просто представьте, огромный летающий ядерный дрон в оранжевой атмосфере над фантастическим ледяным ландшафтом с озерами и реками из метана рядом с гигантским Сатурном. На Земле такой аппарат не смог бы подняться в воздух, но на Титане атмосфера из азота и метана плотнее земной в 1,5 раза, а сила тяжести меньше в 7 раз, что и сделало уникальный аппарат возможным. Сейчас миссия достигла очень важного этапа. Корпус летательного аппарата прошел испытания на прочность и герметичность, и на него установили направленную антенну для связи с Землей. Она будет складываться на время полета в атмосфере, а при посадке раскладываться и устанавливать сеанс связи. Испытания собранного аппарата начнутся в следующем году, а запуск Сатурна запланирован на 2028 год с помощью ракеты Falcon Heavy. Минутка забавных и необычных новостей. SpaceX показала публике видеопрезентацию, похожую на короткометражку в жанре киберпанк. В штате Техас под одной гигантской крышей планируется разместить предприятие будущего по производству вычислительных чипов – Terafab. Мы уже рассказывали в прошлых выпусках и в нашем телеграм-канале про этот совместный проект SpaceX и знаменитой, но испытывающей проблемы компании Intel.
Предприятие будет заниматься производством вычислительных чипов, в основном для орбитальных дата-центров SpaceX Starmind, а также для автомобилей и роботов Tesla. Невероятных размеров здание рассчитано на выпуск десятков миллиардов чипов в год и будет занимать площадь более 9 квадратных километров. Это намного больше, чем такие известные объекты-гиганты, как Tesla Giga Texas, Apple Park и даже Пентагон. Да что говорить, это в 4 раза больше, чем княжество Монако. Только начальные инвестиции от SpaceX и Tesla составят почти что 17 миллиардов долларов, и за несколько лет строительство увеличится до 119 миллиардов. Terafab станет флагманом среди других масштабных производственных объектов SpaceX, которые сейчас возводятся в Техасе. Компания делает большую ставку на спутниковую группировку Starmind, которая позволит размещать вычислительные мощности прямо в космосе. Вернемся к новостям Starbase и посмотрим, как там идут дела. Пока Starship S-41 и Booster 21 вовсю готовятся к орбитальному Flight 14, на Starbase идет активная сборка корабля и ускорителя уже для 15-го полета. Так, Booster 22 получил свою последнюю секцию. Его метановые и кислородные баки для Flight 15 уже собраны, и до окончания крупноузловой сборки ускорителя остается лишь соединить их вместе. А его напарник, корабль S-42, получил один из двух нижних плавников. Еще с корабля сняли небольшую группу теплозащитных плиток в районе кислородного бака, возможно, для внесения каких-то изменений. А тестовый носовой обтекатель S-43.1 доставили на Месси. Его установили на испытательный стенд Super Crusher, где он пройдет ряд структурных тестов. Ранее на этом же стенде стоял другой тестовый бак – Booster 18.3. Два новых крупных конструкционных элемента инфраструктуры обслуживания прибыли на Starbase. Скорее всего, они предназначены для более удобного послеполетного обслуживания стартового стола на PAD-2. Это должно сократить время между запусками. А в нашем телеграм-канале мы публикуем новости Starship почти каждый день. Ссылка на него в описании. Переходим к космической статистике. Но для начала у нас есть небольшое послание к нашим дорогим зрителям. Каждую неделю по четвергам мы рассказываем вам последние космические новости и не пропустили еще ни одного выпуска. Если вам нравится наша работа и есть желание и возможность, пожалуйста, поддержите нас. В описании ролика есть ссылка на проект Delta V, который делают наши друзья. Он поможет вам смотреть новости без ограничений с телефона, планшета или компьютера. Проект находится на этапе тестирования, и вы можете бесплатно принять в нем участие. Спасибо вам большое! А теперь немного красивых графиков и цифр. За 32-ю космическую неделю состоялось 6 запусков, 4 ракеты были американскими и еще 2 запустил Китай. А всего за 2026 год состоялся 191 космический запуск, это опережает темпы прошлого года. 116 ракет запустили США, 56 ракет были китайскими, Россия запустила 10 ракет, 4 ракеты Европейский Союз, 3 ракеты Япония и 2 ракеты Индия. При этом 96 запусков за этот год совершила компания SpaceX. Это больше, чем все остальные компании и страны мира вместе взятые. А что с космическими станциями? С начала года к ним было 4 пилотируемых запуска. 2 американских, 1 российский и 1 китайский. И 5 грузовых запусков. 2 американских, 2 российских и 1 китайский. Были и неудачи. Здесь рекордсменом пока является Китай. С начала года у него уже 4 неудачи. 2 неудачи у США и по одной у Индии и Японии. В скором будущем нас ждет еще много интересных космических событий. Например, меньше чем через месяц европейский зонд JUICE сблизится с Землей, совершив гравитационный маневр на своем сложном и долгом пути к ледяным лунам Юпитера. А вы можете стать ближе к нам, поставив лайк и написав комментарий. Благодаря этому наш ролик рекомендуется новым зрителям. И не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новости и трансляции. Спасибо, что досмотрели до конца. И до встречи через неделю на Space Week!